Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейшие шоколадные творожные сырки в глазури с орехами. Они получаются безумно вкусные и красивые. Друзья, я подготовила для вас сборник очень быстрых рецептов. Приготовление их займет в среднем около 5 минут. В нем 15 новых десертов, которых нет на моем канале. Благодаря этим рецептам вы всегда сможете иметь на столе вкусный, полезный десерт, почти не затратив на него времени. Особенно хочу выделить эти два низкоуглеводных десерта. Они потрясающие по вкусу, а готовятся непростительно легко. Кстати, помимо рецептов в этой книге есть бонусная страничка с лайфхаками по упрощению и быстрому декору. Переходите по ссылке в описании и скачивайте книгу. В этом рецепте я буду использовать натуральную сладость фиников. Способы замены, как всегда, пропишу в описании под видео. Финики лучше выбрать матовые, натуральные, не пропитанные сахарным сиропом. Их нам понадобится 100 грамм. Заливаем финики кипятком и отставляем в сторону на 10 минут. Также нам понадобится 200 грамм творога. Творог выбирайте вкусный, и он не должен содержать много влаги. Жирность может быть любая. К моменту приготовления творог должен быть комнатной температуры. Добавляем 25 грамм растопленного масла ги. Подойдут также кокосовое или сливочное масло, любое масло, которое застывает в холодильнике. 15 грамм какао. Сливаем воду с фиников, отделяем их от косточек и добавляем к остальным ингредиентам. Измельчаем все ингредиенты блендером до максимальной однородности. Уровень сладости с этими пропорциями невысокий, к тому же сильно зависит от вашего творога. Так что попробуйте эту массу на сладость, возможно, вам захочется добавить немного подсластителя. Получается гладкая шоколадная масса. Перекладываем ее в кондитерский мешок. Распределяем внутри мешка, стараясь избежать пузырей, чтобы творог выдавливался из мешка ровным слоем. Отсаживать сырки можно на любую плоскую поверхность, которую легко перенести в морозилку. Я предпочитаю доску покрыть пищевой пленкой, чтобы совсем ничего не испачкать. К тому же от пленки замороженные сырки отходят очень легко. Срезаем с мешка кончик так, чтобы отверстие было около 2-3 см в диаметре. Отсаживаем небольшие колбаски, кончик срезаем ножом. Этот простой и аккуратный способ я уже показывала в видео с рецептом белых творожных сырков. Ссылку на их рецепт я оставлю в описании под видео. Если где-то остались неровности, можно придать сыркам форму с помощью того же ножа. Я покажу вам два варианта оформления этих сырков. В часть сырков я вставлю деревянные шпажки, а в оставшиеся два – палочки для эскимо. Отправляем сырки в морозилку как минимум на 2 часа. Для покрытия нам понадобится 80 грамм какао тертого и 60 грамм какао-масла. Эти ингредиенты можно заменить на 150 грамм шоколада без сахара. Растапливаем шоколад любым привычным для вас способом. Я просто оставляю шоколад на водяной бане с горячей, но не кипящей водой. Примерно на 10 минут, периодически помешиваю. Для красивого рельефа и хруста я добавлю в глазурь орехи. 50 грамм арахиса измельчаю блендером в крошку. Аккуратно, тут не нужно измельчать слишком сильно. Нужно, чтобы остались небольшие кусочки. Шоколад должен стать полностью жидким и очень теплым на ощупь. Если есть время и желание, можете протемперировать шоколад. Тогда на готовых сырках он не будет таять в руках. При желании можно добавить подсластитель, это на ваш вкус. И всыпаем дробленые орехи. Перемешиваем. Получается вот такая рельефная глазурь. Я перелила глазурь в узкий стакан, так будет очень удобно окунать сырки. Стакан нужно наполнить чуть больше, чем наполовину. Чтобы шоколад не застывал от контакта с замороженными сырками, я ставлю стакан с шоколадом в баночку с горячей водой, но не в кипяток.
И будьте осторожны, вода ни на каком этапе не должна попасть в шоколад. Готовим поверхность для покрытых сырков. Ее я тоже на всякий случай покрываю пищевой пленкой. Достаем хорошо промороженные сырки и окунаем их в теплый шоколад. Хорошо проворачиваем, чтобы полностью покрыть сырок. Держим на палочке и дожидаемся, когда шоколад станет матовым. Это происходит буквально за 20 секунд. Шоколад очень быстро замерзает на ледяном сырке. Все готово. Также поступаем с каждым сырком. Иногда стоит подбавить немного шоколада в стакан, чтобы его хватало на всю длину сырка. Покрываем все сырки. Мне кажется, очень аппетитно выглядит глазурь с орехами. Все готово. Можно оставить сырки при комнатной температуре примерно на полчаса, чтобы они разморозились. Как бы вы ни покрывали, всегда останется растопленный шоколад. Его можно залить в любую форму, охладить и насладиться вкусом горького шоколада с орехами. Достаем шпажки из сырков. Чтобы легко вынуть шпажку, нужно ее провернуть. Но и к этому моменту сырки должны быть разморожены, тогда все проходит легко. А вот сырки на палочках эскимо можно есть прямо так, не вынимая палочку, и даже в замороженном виде. Все готово! Вот такие аккуратные, рельефные и очень красивые сырки получились. Вроде ничего сложного, а выглядит нереально аппетитно. Ровный шоколадный разрез. Под хрустящей корочкой с орехами нежная творожно-шоколадная начинка. Эти сырки в меру сладкие. Они понравятся тем, кто привык обходиться без сахара. Если вы любите послаще, рекомендую добавить подсластителя. Сырки очень вкусные и при этом имеют отличный состав. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Пока!